История – это наука. Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации, расшифровывают тексты погибших народов. Историческая программа Михаила Родина «Прошлое». Еще вчера мы этого не знали. Еще раз добрый день, меня зовут Михаил Родин, это программа «Прошлое», и мы здесь рассказываем о том, чего вчера мы еще не знали. И вот сейчас вторая часть программы, как я сказал, образцово-показательной нашей программы о новостях исторической науки. На днях в Египте нашли целую новых саркофагов, которые закрыты, которые еще предстоит изучать и которые, как говорят, в прекрасной сохранности. А как вы знаете, у нас в Египте есть свои люди. Прямо сейчас там проходит экспедиция Института Востоковедения, и сейчас на связи с нами из Египта кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Максим Александрович Лебедев. Максим, привет. Привет, Михаил. Наладилась ли у вас там погода? Видел я у тебя в соцсетях, что ты попал в Гизе прямо около пирамид под ливень. Да, у нас были сильные дожди и необычно большие разрушения. И дожди помывали тут кучу всяких интересных находок, в том числе мумии стали показываться, и в Гизе тоже. Но в Гизе они гораздо хуже сохранности, к сожалению, чем в Саккаре. Вот. Но, тем не менее, вот это одно из тех мест, где можно, гуляя, обнаружить новую мумию. Прям вот ее размывает песок? Да, прям большой привет от процессионной дороги Хуху. Сейчас иду от одной нашей гробницы к другой. Отлично. Жалко, мы по радио, и поэтому не можем показывать видео той картинки, которую ты сейчас видишь. Ладно, насколько я знаю, находку, которую совершили твои коллеги, в общем, ты знаком с этими людьми, которые совершили это открытие, и, в общем, кое-что знаешь гораздо больше, чем написано в прессе, и нам как раз нужно экспертное мнение, что же там случилось, насколько это важно. Расскажи, пожалуйста, где что нашли сначала в общих чертах? Ну, на самом деле, находка действительно замечательная. Они сделали не сразу, это было несколько крупных находок, да, которые потом были объединены все вместе. Это большая экспедиция египетская, которую руководят Мустафа Вазири и Мухаммед Саиди. Вот. И в последнее время им очень везло. И с сентября в Саккаре египетскими коллегами было обнаружено вот уже больше 140 мумий. Большая часть, судя по всему, она относится к так называемому саидскому периоду или персидскому периоду, чуть попозже, который наступил. Время было такое любопытное, потому что, с одной стороны, это был такой ренессанс древнеегипетской цивилизации, а с другой стороны, это была одновременно лебединая песня, которая закончилась подчинением Египта сначала персам, ну а затем и другим народам, там, македонянам, римлянам и прочее. Вот. И в это время действительно делается огромное количество мумий. Судя по всему, и население Египта возросло, и мумификация стала гораздо более распространенной, и качество ее при этом сохранялось. Вот. И к этому времени относится большая часть саркофагов, которые были найдены в Саккаре. Вот, древние египтяне, точнее, современные египтяне, они обещают еще открытие. Они уже совершены, вот, но о них еще так предстоит услышать. Это в основном экспедиция знаменитого Захи Хаваса, который копает там же в Саккаре. Вот, там тоже сделано много находок, раскопано много шахт. И я так понимаю, что они готовят через пару месяцев еще одну большую конференцию. А может быть, уже, собственно говоря, к концу декабря они будут объявлены. Отлично, то есть нас ждут новые новости, прости за тавтологию. Итак, смотри, эти открытия сделаны в Саккаре. Я так понимаю, совершенно недалеко от Гизы, недалеко от Каира. А как проходит там экспедиция, что это? Это же не пирамиды они копают, да? Как выглядят эти гробницы и как, в общем, устроена экспедиция? Экспедиция это крупная очень. Значит, рабочие живут непосредственно в Саккаре. Раисы, то есть начальники рабочих, у них есть такой отдельный целый небольшой поселочек, вот, очень такой колоритный, где живут эти начальники рабочих еще с 30-х годов 20 века. Вот. Очень интересно к ним все время заходить, потому что это прям вот семьи, которые с поколения в поколение передают опыт работы в Саккаре. Они очень хорошо чувствуют и
слой и чувствовать скалу, знать, где можно ожидать какие-то интересные находки, где, видимо, их ожидать не стоит. Вот. А как выглядят эти гробницы? Это, как правило, шахты. Глубиной от нескольких метров до 20, даже больше метров. Прости, Вот, а на поверхности заканчиваются... ничего нет или есть какая-то хотя бы мастаба или еще что-то, какое-то внешнее на поверхности, проявление? как правило, ничего уже нету. Вот. Значит, но сами по себе эти шахты, они бывают порой очень такие монументальные. Вот. И заканчиваются они погребальными камерами, иногда одной, иногда несколькими. Вот. И туда на протяжении иногда поколений складывали саркофаги. Кстати, не во всех саркофагах были обнаружены мумии, но во многих. И потом они были очень хорошего качества, там много позолоты. Вот. И помимо саркофагов было обнаружено еще около 40 статуй. Вот. Ну и керамики в том числе было довольно много. Вот. Ну, на самом деле, такой стандартный комплекс материальной культуры, который связан с погребением этого времени. Хорошо, а вот смотри... Очень интересно еще отметить, что, как правило, часто бывало, что представители одной семьи хоронили в одной шахте, и, конечно, если наши египетские коллеги смогут раскрутить этот исторический детектив, выяснить, кто кому родственникам приходился, а для этого есть не только данные антропологии, но еще и данные письменных источников, потому что на саркофагах есть тексты, с именами. А отдельные имена часто передавались из поколения в поколение в рамках одной семьи. Конечно, можно извлечь из этого очень много интересной информации относительно палеопопуляций, которые жили в районе Древнего Мезиса примерно 2500 лет назад. Здесь очень важно, что это комплекс. Комплекс из большого количества людей, которые жили вместе, работали вместе, возможно, были членами одной семьи. Отлично. А вот смотри, получается, что это вроде склепа, да, такого, который действовал, европейские склепы, куда членов одной семьи постоянно подгружают, что называется. Примерно, на поверхности ничего вообще не было, да? То есть как это функционировало в то время, в первом веке до нашей эры и раньше? На поверхности, как правило, шахта, она была открыта какое-то время, пока туда совершались захоронения. После этого она засыпалась. Часто существовали внизу шахты индивидуальные такие небольшие погребальные камеры, которые закрывались довольно быстро, по мере того, как туда загружалось необходимое количество саркофагов, которые туда влезали, собственно говоря. То есть буквально это получается маленькое помещение глубоко под землей, которое, в прямом смысле слова, набито саркофагами. Это все родственники или могли просто использовать, любые открытые шахты для погребения в это время? На самом деле могли использовать, как правило, делали в это время специально шахты, но нередко переиспользовали и более ранние конструкции. Скажем, у нас в Гизе это неоднократно встречается, когда, скажем, гробница древнего царства, то есть 3-го тысячелетия до нашей эры, она очищалась от песка уже в первом тысячелетии или в то же самое саидское время, то есть 2500 лет, 1500-2600 лет назад. И туда потом совершались захоронения. Причем порой не всегда эти саркофаги лежали горизонтально, иногда их могли вертикально запихнуть в шахту. Скажем, в этом году мы раскапываем очень интересную гробницу, при входе в которую неоднократно, судя по всему, жгли такие мумии. И у нас там слой такой мощный прокала, примерно 25 сантиметров, и он просто набит человеческими костями пережженными и огромное количество бусин. То есть у нас тут уже 2800 бусин от сгоревших мумий, и это не заканчивается. То есть бусины там являются просто составляющей слоя. Египтяне побаивались мертвецов, и если они их грабили, то в первом тысячелетии до нашей эры нередко они потом сжигали за собой мумии, заметая таким образом следы преступлений, и рассчитывая на то, что в загробном мире они не встретятся с хозяином этой мумии, с его духом, и как-то избавятся
избавиться от нее таким образом. Да, тут надо отметить, что это не часть погребального обряда, да, а это именно грабители заметали следы, сжигая. Я просто почему это хочу... Да, хочу отметить, что на этой неделе просто мы на YouTube-канале «Прошлое» опубликовали фильм про погребение по обряду трупосожжения, где показали, как работают с этими погребениями в Подмосковье, как они выглядят, как археологи их находят. Это совершенно другой обряд. Хорошо, в принципе, как устроен сам по себе саркофаг? То есть я так понимаю, что под отдельного человека не совершали, не делали никакого сооружения, еще что-то. То есть самое главное, это, по сути, саркофаг, это что-то вроде гроба. А как он устроен? Это просто деревянный ящик. Что внутри, или, может быть, там более какая-то сложная конструкция? Да, значит, саркофаги бывают, на самом деле, если это деревянный ящик, то, как мы, как правило, называем его гробом, но эта терминология, она плавает, да, то есть во время, то, что было обнаружено сейчас в Сакаре, тоже называют сейчас саркофагами, хотя, по большому счету, это большая часть это деревянные гробы. Как правило, считается, что саркофаг это такая капсула, да, которая одновременно отождествляется с матерью, то есть человек оказывается внутри матери для того, чтобы переродиться в будущей жизни. А декорироваться они могли совершенно по-разному, все зависело от достатка того человека, или которого хоронили, либо достатка его родственников, либо готовности людей тратиться, да, на погребение. Но, как правило, все равно указывались хотя бы имена и титулы умершего на самом саркофаге. А дальше это мог быть гроб, сделанный из массива дерева. Это могли быть тонкие деревянные листы, которые были просто обмазаны такой штукатуркой из ила и затем расписаны сверху. Это могли быть просто мумии, которые покрыты, да, то есть могли и без саркофага похоронить, а просто мумию, которую запеленывали и поверх нее клали так называемый картонаж. То есть что-то вроде папье-маше, покрытого сверху штукатуркой, и, опять же, расписанного, позолоченного. Тут все зависело уже только от вкусов и от возможностей той или иной семьи. Напоминаю, да, что тут очень важно, что мы сейчас говорим о находке в погребальном комплексе, который относится к другому времени, не к тому, о чем мы привыкли думать. Да? Мы всегда говорим, что Египет — это пирамиды. Здесь мы говорим про тот же самый древний Египет, но прошло со строительства великих пирамид примерно 2000 лет. То есть это гораздо более позднее время. И, насколько я понимаю, большая часть мумий, которые, в принципе, найдены в Египте, она относится именно к этому периоду. И их найдено уже очень много. Да? В начале 20 века даже было такое популярное развлечение в салонах в европейских, на разворачивание мумии приглашали. Вот я слышал про такую историю. Соответственно, у меня вопрос. А что нового-то мы можем узнать? Нашли новую 100 саркофагов. Есть ли какая-то новая информация, которую мы можем получить о бытии этого времени, о людях, еще о чем-то? Да, я хочу напомнить слушателям, что советское время, его еще называют порой советским возрождением, когда египтяне, понимая, что цивилизация уже очень древняя, к тому времени действительно ей было порядка 2000 лет, возрождали, пытались возродить государство в том виде, в котором оно существовало в эпоху строительства пирамид. И в это время был очень популярен стиль древнего царства, и иногда рельефы советского периода, особенно если они фрагментированы или плохо сохранились, порой бывает очень сложно отличить от рельефов древнего царства, то есть гораздо более древних. То есть такая имитация золотого века своей цивилизации. Что касается мумий, то действительно их находят постоянно, их много, и действительно большая часть мумий, обнаруженных в Египте, она относится к первому тысячелетию до нашей эры, либо греко-римского периода. Тогда качество производства мумий постепенно ухудшалось, но хорошо, что это действительно такой массовый материал. И здесь очень важно, насколько наши египетские коллеги, они смогут извлечь из этого необходимую информацию, потому что у них сейчас все карты в руках, у них есть очень крупный комплекс,
который связан с конкретной палеопопуляцией. Вот. Мы сейчас точно не можем сказать... Алло? Да-да-да, я здесь. Алло. Да-да-да. Да, просто такое ощущение, что вот ты сейчас звонил. Вот. Наверное, что-то фотографировать нужно. Так вот, значит, да, есть большой комплекс, связанный с конкретной палеопопуляцией. Мы сейчас вот по тем новостям, которые были представлены, не можем сказать, насколько долго этот комплекс формировался. То есть это там одно поколение, несколько поколений или, может быть, несколько столетий. Вот. Пока такая информация, она самый общий характер носит. Вот. Но мы видели, что, значит, египтяне готовы использовать современные технологии. Уже на презентации они, значит, просвечивали мумии. Даже благодаря снимкам смогли установить, что это был взрослый мужчина, и установили его рост. Вот. Если комплексно они будут подходить к этому материалу, то, конечно, это будет такой срез общины, которая жила неподалеку от Мемфиса. Мы узнаем больше о ее связи с окружающим миром, о том, как эти люди питались, чем они страдали, какими болезнями они страдали, как долго они жили, вот, перемещались ли они, все ли они местные, вот. И даже, как, скажем, какие-то художественные мотивы заимствовались, там, скажем, от одного поколения к другому поколению, переходили от саркофага к саркофагу. Это все очень интересно, потому что таких находок, в Египте довольно много, но вот на современном этапе такие большие комплексы, они сейчас впервые фактически попадают в руки исследователей. И это не только вот эти 100 саркофагов, которые сейчас выявили, потому что до этого еще было несколько открытий по несколько десятков мумий и саркофагов. И вот в целом это дает очень хорошую статистику. Но очень важно, чтобы египетские коллеги этим правильно воспользовались. Ну, то есть, получается, да, мумий-то найдено было много? Да, они сейчас очень гордятся тем, что это чисто египетская экспедиция, вот, и стараются продемонстрировать все возможности современной египетской археологии. Ну да, современная наука позволит очень много из тех же мумий вытащить информации, чем, например, это было там в начале 20 века. Просто благодаря там анализу стронция, антропологии современной и так далее и тому подобное. Хорошо, у нас осталось примерно 7 минут, и понятно, что еще рано подводить итоги, но расскажи немножко, пользуясь случаем, о том, что вы сейчас копаете в Гизе, как проходит ваша экспедиция и так далее. Да, у нас в этом году в связи с ковидом, к сожалению, сезон очень сокращенный, он получился чуть меньше месяца, вот, и, конечно, времени на все не хватает. К тому же мы в этом году работаем на 3 участках, вот. Но было сделано действительно несколько таких любопытных открытий. Скажем, сейчас мои коллеги, они заканчивают работу. Секунду, давай для тех, кто вдруг первый раз, понятно, что мы с тобой много раз рассказывали про экспедицию Института Востоковедения, где вы копаете и что копаете сначала? Да, мы копаем на восточном плато Гизы, примерно 30-50 метров от пирамиды Хуфу на восток. Вот, это самая окраина восточная некрополя, и там у нас находятся десятки скальных гробниц эпохи Древнего Царства, то есть эпохи строительства пирамид, они чуть более поздние, чем непосредственно эпоха возведения Великих пирамид, то есть примерно там на 100-150 лет позже они, чем Великие пирамиды. Вот. И, соответственно, в эти гробницы мы находим как комплексы Древнего Царства, оригинальные для этих гробниц, так и большое количество захоронений. Ну и кроме того, в 19 веке здесь жили многие египтологи и тоже оставили свою определенную материальную культуру. 19 начало 20 века. Вот. И, значит, на территории нашей концессии находится любопытная гробница царского врача, которого звали Месомнау. Мы ее копаем с 2015 года, и вот в этом году заканчиваем. Там было 3 шахты с 3 погребальными камерами. В каждой из них были сделаны любопытные находки. Скажем, в одной из них более 2300 бусин было найдено, следы, остатки золоченой диадемы. Это в этом году это уже? Погребение... Нет, это было в 2015 году. В соседней шахте мы обнаружили целый набор из медных инструментов. Ну и, наконец, вот вторая шахта, последняя, которая, вторая по номеру, она это
эти шахты, которые мы раскапываем, тоже преподнесла сюрприз, потому что она была разграблена в третьем тысячелетии до нашей эры, причем не вскоре после погребения, а, видимо, там, по крайней мере, через несколько десятилетий, потому что выброшенные кости говорят о том, что это был уже скелет, это не было какое-то тело, да, то есть нет костей в анатомическом порядке. Так вот, туда в конце третьего тысячелетия, судя по всему, проникли грабители, они увидели погребенного, который был усыпан бусинами, а также мы нашли большое количество, относительно большое количество золотой фольги, вот, то есть на нем были какие-то диадемы, судя по всему, и широкое ожерелье, так называемый усех, очень красивое. Они это дело увидели, что взять как целый предмет они уже не смогут, потому что все нити распались, они поэтому все кости вынули, и потом, видимо, подмели просто пол каменного саркофага, вытащили эти бусины в шахту, и тут что-то случилось. Непонятно что, то ли их спугнули. В общем, часть бусин они рассыпали, и мы их обнаружили. Там больше 100 бусин. Вот, и некоторые из них были золоченые. И когда попали мы уже непосредственно в саму погребальную камеру, то вот увидели эти следы древних грабителей. Прям такая картинка, как будто время исчезло, потому что лежат те кости, которые туда сбросили 4,5 тысячи лет, не 4,5, там 4 тысячи лет назад примерно, да. Вот, и этот саркофаг стоит, как его оставили в древности. В общем, было интересно. Так, а что, Максим, 3 минуты остается. Что в этом году происходит? Да. Что уже удалось найти? Вот это все в этом году было. Это вот последний, да, уже? Да. Вот. А на втором участке у нас интересная тоже гробница, она безымянная, номер у нее 89. Она интересна тем, что мы смогли там, значит, зачистить очень такой показательный стратиграфический профиль выше человеческого роста. И вот в нижней части там мощные следы прокала и остатки большого количества мумий. Причем мы тоже думаем, что это была такая коммунальная гробница. Тысячелетия туда складывали мумии, а потом почему-то часть из них сожгли. Вот. И причем сжигали прямо вот с сетками такими из фаянсовых бусин, которые лежали на этих мумиях. В общем, сожгли, образовался такой мощный слой прокала, и вот мы сейчас пытаемся в этом слое разобраться, хотя уже осталось не так много времени. Ну и, наконец, третий участок, гробница Тети, это брат хозяин нашей главной гробницы, Хафраанха, вот, тоже жрец. И гробница была раскопана в начале 20 века, сейчас мы начнем бесплатно. Вот, и при входе в гробницу тоже были найдены замечательные торцовые стены, покрытые штукатуркой, с остатками очень яркой такой росписи. Вот. Она была известна в начале 20 века, но толком не задокументирована. В общем, на следующий год у нас будет большая интересная задача по документированию этих росписей настенных. Сколько вам еще осталось там работать, когда вы возвращаетесь в Москву, или вы сразу в Судан улетаете в этом году? Мы улетаем в Судан, и поэтому 30 декабря наш последний день, а 1 числа мы уже в Хартум отправляемся, чтобы там продолжить раскопки в Диль-Баркале, с одной стороны, и в Мерве. Это две столицы древнего Судана. Вот. И там уже сразу 2 отряда работают от нашего института. Вот. Мы посмотрим, как там пойдет работа в эпоху, во время пандемии. Вот. Потому что в Судане сейчас тоже усложняется ситуация, и постепенно они вводят различные ограничения. Да, и все перелеты, к сожалению, сейчас завязаны на ПЦР. Вот. Поэтому все несколько более сложно, чем это было еще год назад. Но поскольку большинство наших коллег вообще не смогли выбраться вот раз ни в Египет, ни в Судан, мы счастливы уже потому, что есть возможность оказаться на памятнике и хотя бы ограниченный период там поработать. Отлично. Хорошо. Спасибо тебе большое. Желаю вам хорошей погоды, как обычно, и удачной эпидемиологической ситуации, как принято в 2020 году.
У нас на связи был Максим Александрович Лебедев, напрямую из Египта, рассказывал о последних новостях, о находке более 100 древних саркофагов, которая произошла вот буквально несколько дней назад в Египте. Это была программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.